Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусные отбивные в духовке. Такое блюдо прекрасно подходит как на каждый день, так и на праздничный стол. Мясо нарезаем порционными кусками толщиной около 1 см. Я использую свиную корейку весом 1 кг. Каждый кусочек мяса отбиваем кухонным молотком с 2 сторон. Все мясо раскладываем на доски. Отбивные солим по вкусу. Перчим черным молотым перцем. Противень от духовки смазываем растительным маслом. Мясо выкладываем на подготовленный противень. Две луковицы нарезаем полукольцами. Лук выкладываем на каждый кусочек мяса. Берем 2 помидора и разрезаем их пополам. Половинки помидоров нарезаем пластинками. Пластинки помидоров выкладываем сверху на лук на каждую мясную отбивную. Сверху на помидоры выкладываем кусочки консервированных ананасов. Для этого количества мяса мне понадобилась 1 банка ананасов весом 570 грамм. Если у вас ананасы кольцами, то можно на каждый кусочек мяса положить по половинке колечка ананаса. Сверху наносим майонез. Вместо майонеза можно использовать сметану. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 25-30 минут. Примерно 150 грамм сыра трем на крупной терке. Мясо уже запеклось, достаем его из духовки. Посыпаем тертым сыром. Опять все ставим в духовку на 5-7 минут, чтобы расплавился сыр. Отбивные готовы. Подаем их на стол в горячем виде. Отбивные с ананасами и помидорами получились очень вкусными и сочными. Готовится несложно и достаточно быстро. Это прекрасное блюдо на любой праздничный стол. Обязательно его приготовьте и порадуйте своих близких. Также у меня на канале есть и другие рецепты с мясом. Некоторые из них я покажу в этом видео. Второй приготовим мясную косичку. Готовится она несложно, а на столе выглядит очень эффектно. Такое блюдо отлично подходит как на каждый день, так и для мясной нарезки на праздничный стол. Сначала маринуем мясо. 2 луковицы нарезаем полукольцами. Берем примерно 1 кг свиной грудинки одним куском. Очень желательно, чтобы больше было мяса. С грудинки снимаем шкуру, если она есть. Мясо разрезаем вдоль на 3 примерно одинаковые куска. С одного из концов мясо не разрезаем. Ширина каждого кусочка должна быть примерно от 2 до 4 см. Готовим приправы. Смешиваем 1 чайную ложку сладкой молотой паприки, пол чайной ложки молотого кориандра и пол чайной ложки молотого мускатного ореха. Все перемешиваем. Подготовленный кусок мяса хорошо солим со всех сторон. Перчим черным молотым перцем.
и посыпаем подготовленными приправами. Все приправы равномерно распределяем по мясу руками. Мясо перекладываем в миску и к нему насыпаем нарезанный лук. Все хорошо перемешиваем. Мариновать мясо нужно при комнатной температуре примерно 1 час. Если вы хотите оставить мясо мариноваться на дольше, тогда его нужно поставить мариноваться в холодильник. Миску накрываем крышкой и ставим мариноваться. Прошел 1 час, мясо замариновалось. Снимаем с него весь лук и кладем на доску. Из маринованного мяса плетем косичку. Чтобы в процессе приготовления косичка не расплеталась, скрепляем концы зубочистками. Форму, в которой будем запекать мясо, немного смазываем растительным маслом. Полосой на дно формы выкладываем лук, в котором мариновалось мясо. Мясную косу выкладываем на лук. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 40 минут. Мясная коса уже запеклась. Зубочистки желательно вынимать уже после того, как мясо полностью остынет. Мясная коса получилась очень вкусной, ароматной и сытной. Такую мясную косу можно приготовить и из другого мяса, даже из куриного, но в этом случае ее лучше будет пожарить на сковороде. Также можно по такому принципу приготовить небольшие косички на шампурах или на решетке гриль. Чтобы косички были более сочными, желательно вплетать в них сало. Третьим приготовим мясо в духовке. Запекается оно с кусочками яблока, лука и хурмы, а также с пряностями, которые придают ему особенный вкус и аромат. Оно вкусное как в горячем, так и в холодном виде. Выглядит такое мясо на праздничном столе очень красиво и аппетитно. Сначала подготовим все ингредиенты. Берем половину большой хурмы и нарезаем ее полукружочками. Половину большого яблока, очищенного от сердцевины, тоже нарезаем полукружочками. 2 луковицы среднего размера нарезаем кружочками. Берем примерно 1 кг свинины, я использую шейную часть. Мясо моем и хорошо обсушиваем бумажными полотенцами. Мясо кладем на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем на большом огне с каждой стороны примерно по 1-2 минуты до красивой румяной корочки. Именно эта корочка придает мясу аромат, красивый вид и сохранит соки. Чтобы масло, на котором обжаривается мясо, сильно не разбрызгивалось, прикрываем сковороду крышкой, но не полностью. Готовое мясо снимаем с огня. Готовим соус для мяса. В мисочку насыпаем пол столовой ложки соли, 1 чайную ложку молотой корицы, 2 чайных ложки молотой сладкой паприки и 2 столовые ложки меда. Я мед немного растопила в микроволновке, чтобы он стал жидким. Сюда же добавляем примерно пол чайной ложки черного молотого перца. Все перемешиваем. На обжаренном мясе делаем надрезы, но не прорезая его полностью. Приготовленной смесью равномерно смазываем мясо в надрезах сверху и снизу. В каждый надрез вставляем по пластинке яблока, лука и хурмы. Так начиняем все надрезы в мясе. Начиненное мясо переставляем на противень, застеленный фольгой. Мясо аккуратно заворачиваем в фольгу так, чтобы жидкость, которая будет выделяться с мяса, не выливалась на противень. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Килограммовый кусок мяса запекаем примерно 60 минут. Мясо запеклось, вынимаем его из духовки и раскрываем фольгу. Будьте осторожны, не обожгитесь паром. Готовое мясо перекладываем на блюдо, украшенное листьями салата, и подаем на стол. Мясо, запеченное с яблоками, луком и хурмой, получилось очень вкусным, нежным и ароматным.
Оно прекрасно пропиталось приправами с медом и фруктами. Такое мясо смело можно подавать на праздничный стол. Готовится оно совсем несложно.